Армения. Страна поистине удивительная, с богатой историей, культурой и великолепной природой. В этом видео мы с вами отправимся в 5-дневное путешествие по Армении и постараемся хоть отчасти разобраться в тонкостях загадочной армянской души. Наше приключение мы начнем с колоритного города Ереван, древней столицы с тысячелетней историей. Мы поднимемся на каскад, заглянем в знаменитую таверну Ереван, где попробуем традиционные армянские блюда и узнаем секреты местной кухни. Отправимся в Апага-резорт, где, взглядывая с вершины гор, попытаемся найти путь к себе. Посетим зиплайн, сходим горной тропой на водопад Ластивер, заедем в древний монастырский комплекс Севанаванг, а еще посетим село Цахкунг, настоящее сокровище армянской глубинки, где отужинаем в ресторане одного из лучших поваров Армении. Я расскажу, как и где мы меняли деньги, как пользовались мобильным интернетом, как бронировали трансфер и отель. Расскажу, работают ли карты МИР в Армении и многое другое. Приготовьте, пожалуйста, большую кружку чая с чем-нибудь вкусненьким и приятного вам путешествия. Итак, как и любое путешествие, это начинается с дороги в аэропорт. Встать пришлось очень рано, около 5 утра, но это окупилось шикарным рассветом и дорогой без пробок. А вот мы уже в Шереметьево, терминал С. Здесь все было легко и быстро. Быстро прошли регистрацию, все контроли и попали в зону Duty Free. И да, она какое-то время не работала в связи с какими-то юридическими трудностями, но сейчас все в порядке. У нас осталось много свободного времени, которое мы занимали как могли. Например, вот так. А вот такая же пробежка, но 2 года назад. Напишите в комментариях, какая, на ваш взгляд, более артистична. Нюхали разные алкогольные напитки, что, надо сказать, довольно забавно. Здесь ароматы известных напитков собраны из естественных материалов. Например, запах дыма для дымного виски создает реальная обугленная деревянная головешка. Напоследок мы посидели в кафешке с пивом и колбасками и полетели. Полет длился где-то 3,5 часа. Полет утренний, поэтому нас кормили завтраком. Стоимость на человека в мае 2024 года была 26 908 рублей туда и обратно. Сам самолет небольшой. Насколько мне запомнилось, это был Boeing 737 компании Аэрофлот. Проблем в полете не было никаких, нормальное обслуживание, нормальная еда. И уже на подлете к аэропорту Звартноц нам открылся прекрасный вид на кусочек горы Арарат. Я как мог старался ухватить вершину в объектив камеры, но это было непросто. Надеюсь, хотя бы общее впечатление мне удалось передать. Это было очень красиво, поверьте. А вот мы уже в Армении, едем на Яндекс.Такси в Ереван. И пока мы едем в гостиницу, вот вам очень краткая историческая справка об этой стране. Армения – одно из древнейших государств в мире. Ее история насчитывает тысячи лет. В IX веке до нашей эры на территории современной Армении существовало государство Урарту. К I веку до нашей эры сформировалось армянское царство под управлением Тиграна Великого, охватившее обширные территории в регионе. В Армении преобладает армянская апостольская церковь. Одна из древнейших христианских церквей мира и первая христианская церковь, принятая на государственном уровне. В 301 году Армения стала первой страной в мире, официально принявшей христианство как государственную религию, что сыграло ключевую роль в формировании ее культуры и идентичности. Апостольская церковь является не только религиозным институтом, но и важным культурным и национальным символом. Несколько таких культурных символов мы с вами посетим в этом путешествии. В средние века Армения находилась на перекрестке торговых путей, подвергалась набегам и завоеваниям со стороны различных империй – персидской, римской, византийской, а позднее османской и российской. 20 век стал для Армении временем тяжелых испытаний. Армения ненадолго обрела независимость, а затем вошла в состав Советского Союза. В 1991 году после распада СССР Армения вновь стала независимой республикой. Сегодня это страна с уникальной культурой, древними традициями и богатым историческим наследием, которое продолжает привлекать путешественников со всего мира.
вот мы уже у нашего отеля. Называется он апарт-отель «Орион». Найти его на местности было непросто, так как он находится глубоко во дворах других, более старых зданий, и с основной улицы его почти не видно. Перестав пытаться найти его на такси, мы выгрузились и пошли пешком. Мое врожденное чувство направления быстро привело нас к отелю. Отель состоит из 2 секций. Нижние этажи отведены под хостел, второй и выше – апартаменты. В них мы и жили. На ресепшн все хорошо говорят по-русски, поэтому не будет никаких проблем при заселении. Завтрак у нас был включен, я покажу его чуть позже. Завтраки в Армении – это что-то. Отель очень новый, и поэтому тут не к чему придраться. Все новое, все работает и выглядит очень даже премиально. И все это прямо в центре Еревана. Для лучшего понимания, вот вам картинка. Если центром Еревана считать площадь республики, то нам было 10 минут пешком до нее. У нас было 2 комнаты, 1 туалет и кухня, которой мы не пользовались, потому что на следующее утро уезжали в Апага. Бронировали все это через букинг с оплатой при заселении. Стоило это удовольствие 6600 рублей за ночь. В нашем случае 2200 рублей на человека. Пока мы ждали заселения, быстро нашли обменник буквально за углом и сходили поменяли рубли на драмы. Здесь лучше это делать именно в Ереване, а не в аэропорту. Курс в аэропорту, мягко говоря, невыгодный. Так как у нас было всего полдня в Ереване, мы быстро раскидали вещи и пошли гулять налегке. Первым делом заглянули на площадь республики. Стоит отметить, что в мае 24 года в Армении проходили народные волнения. Люди собирались как раз на этой площади и выражали недовольство текущей ситуацией в стране. Мы застали площадь вот такой. Людей было немного, может быть потому, что это была пятница, рабочий день. Все тихо, мирно, без беспорядков и прочих перегибов. Далее мы двинулись на Северный проспект. Это такой аналог Московского Арбата. Пешеходная улица с очень красивыми домами и своим таким столичным вайбом. Здесь много представителей прогрессивной молодежи, много кафешек и бутиков, есть даже подземный торговый центр. А вот я стою в очереди за кофе с этой прогрессивной молодежью. А лицо у меня такое, потому что сзади идут несколько очень молодых парней и, держа флаг Армении, выкрикивают какие-то лозунги. Один едет на самокате и снимает их на телефон. Но на этом политические потрясения в этой поездке заканчиваются. Проходим улицу до конца, делаем пару фоточек и движемся к главной достопримечательности Еревана – каскаду. Каскад – это архитектурно-монументальный комплекс, представляющий собой каскад из 5 открытых террас. Каскад соединяет северную и центральную часть города. В комплексе есть выставочные залы, фонтаны, цветники, скульптуры. Все очень красивое. Над комплексом установлен памятник, посвященный 50-летию Октябрьской революции. Внизу перед комплексом находится памятник Александру Таманяну, архитектору, который спроектировал каскад. Строительство каскада началось в 1971 году и было частично завершено в 80-м. Каскад – это 556 ступеней под углом 15 градусов. Длина от основания до вершины 302 метра, а от основания до верхней площадки 450. Верхняя часть каскада остается недостроенной. Однако есть хорошая новость – уже разработан проект окончания строительства. Сразу скажу, что подъем довольно тяжелый. Особенно если он будет проходить под палящим солнцем. Не вспотеть не получится. Однако есть обходной маневр, о котором я расскажу чуть позже. Мы поднимались долго, с остановками, и много-много фотографировали.
Прелесть этого места в том, что чем выше поднимаешься, тем более захватывающим становится вид на горы и Арарат – традиционное армянское название Масис. Арарат состоит из двух слившихся вместе вулканов – Большой Арарат и Малый Арарат, и находится на территории Турции, но является национальным символом Армении и считается священной горой. Арарат изображен также на гербе Армении. Историками был описан интересный случай, когда правительство Турции уже выставляло протест в Москве из-за появления на гербе Армянской ССР горы Арарат. По легенде, то ли один из советских наркомов, то ли сам Иосиф Сталин ответил так: «На вашем гербе изображен полумесяц, но разве вам принадлежит Луна?» В хороший день можно увидеть обе вершины. Как говорят местные, Арарат открывается не каждому. В мое первое путешествие мне повезло больше, и я увидел обе вершины. В этой поездке шапка из облаков прикрывала самую высокую вершину. А вот так она должна выглядеть в идеальных условиях. Также в мое первое путешествие здесь было очень много представителей айтишной молодежи. Здесь буквально почти не было армянских лиц. В 2024 году ситуация подвыровнялась и устаканилась. Я даже на секундочку задумался, как было бы здорово засесть на этих ступеньках с ноутбуком и лоу-фай в наушниках. Какой обалденный код можно было бы написать с таким потрясающим видом в такой побуждающей к творчеству обстановке. Мечты. Что-то я отвлекся. Идем дальше. Изрядно запыхавшись, мы наконец поднялись на самую высокую смотровую площадку. И тут поняли, что все было не зря. Вид с этой площадки просто восхитительный. Смотрите сами. Пора спускаться. Ах да, чуть не забыл. Вот он, обходной маневр для ленивых. Сбоку есть эскалаторная галерея. Она же своего рода арт-галерея. Пока мы спускались вниз, я успел сделать несколько фоточек текущей экспозиции. Солнце уже клонилось к закату, а желудок недвусмысленно намекал, что пора бы подкрепиться. Мы не стали в этот раз рисковать и пробовать какое-то новое заведение, а пошли в уже знакомый по прошлой поездке традиционный армянский ресторан «Таверна Ереван». Место прекрасное, аутентичное. Обслуживание 10 из 10. Вы бы только видели, как высоко несут себя официанты. Гордость и грация в каждом движении. В манере говорить. Они не просто разносят еду, они создают настроение. Здесь, кстати, сами изготавливают хлеб традиционным способом, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сидя за столиком, вы сможете понаблюдать за этим процессом и как бы слегка прикоснуться к национальному наследию армянского народа. Поели мы от души. И нужно было расплатиться. Но здесь нас ждал неожиданный приятный сюрприз. Вообще, армяне любят удивлять. В хорошем смысле. Мы думали платить картой Union Pay. Но, о чудо, откуда-то из-под стола возник терминал с поддержкой MirPay, и мне удалось заплатить даже телефоном. Армяне поистине изобретательный народ. Я даже не хочу знать, как они вообще этот терминал у себя проводят через кассу. Мне было просто приятно от того, что удалось сэкономить немного налички, так как она нам понадобится в горах, там, где не ловит Wi-Fi и никакие карты не работают. После сытного ужина просто необходимо было прогуляться. И мы пошли посидеть на ступеньках музея Матанадаран. Это слово означает «хранилище рукописей». Матанадаран имени Месропа Маштоца – это научно-исследовательский институт и музей с уникальной коллекцией рукописей. Строительство специального здания для Матанадарана можно считать исключительно важным событием для сохранения армянской культуры, особенно богатого рукописного наследия. Строительство нынешнего музейного здания Матанадарана было осуществлено в 1945-1959 годах.
Собранные в Матанадаране 20 тысяч рукописей представляют почти все области знаний в древней и средневековой Армении. Историю, географию, грамматику, философию, право, медицину, математику, космологию, календароведение, эзотерику, переводную и национальную литературу, миниатюру, музыку и театр. В 1997 году Матанадаран был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из важнейших мест сохранения и развития армянской национальной памяти. Все, обещаю больше не грузить вас историческими справками. На этом первый день подошел к концу. Мы, прилично уставшие после перелета и пеших прогулок, пошли домой. Конечно, одного дня недостаточно, чтобы полностью открыть для себя Ереван. Здесь очень много объектов культурного наследия, которые просто необходимо посетить, чтобы лучше узнать и прочувствовать сердце Армении. Эту нелегкую задачу я оставляю тебе, мой дорогой зритель. Я лишь немного приоткрыл дверь, но входить в нее или нет, решать вам. Как положено, хорошее путешествие начинается с хорошего завтрака. И завтрак у нас был что надо. Напомню, завтрак был включен в стоимость. Давайте быстренько посмотрим, какого масштаба путешествия нам предстоит. Впереди у нас 145 километров дороги, которую можно проехать примерно за 3 часа. Стартуем от нашего отеля и движемся вот сюда, Апага Резорт. По дороге заедем в монастырь Сиван-Аванг. Итого, к 2 часам дня мы доберемся до Апага. Здесь мы проведем 2 дня. Тут стоит пояснить, как и на чем мы дальше будем перемещаться. Самый простой способ – это либо своя машина, либо взять в аренду. Но у нас есть хороший друг Арамджан, который всегда помогает нам с трансфером в путешествиях. Он и посоветовал нам своего знакомого водителя на новеньком Солярисе. На нем мы будем перемещаться из Еревана в Апага, оттуда в село Цахкунг, а оттуда в аэропорт. За все 3 трансфера мы отдали 84 тысячи драм, или $215. В рублях это вышло по 7 тысяч рублей на человека. Да, наверное, арендовать машину было бы дешевле, но мы не хотели в этот раз с этим заморачиваться, ведь главной целью этого путешествия было замедлиться и отдохнуть, а не сидеть за рулем по 3 часа в напряжении. Ехать мы будем почти постоянно вверх. Ереван находится где-то на высоте 1 километра над уровнем моря. Сначала мы поднимемся на целый километр к монастырю Сиван-Аванг, затем резко спустимся вниз и снова поднимемся до высоты 1350 метров в Апага Резорт. По дороге мы застали все виды непогоды. Стартовали в дождь, затем захватили немного солнышка и по Сивану гуляли в сильный ветер. Надо сказать, на Сиване всегда сильный ветер, и в прошлое наше путешествие 2 года назад было то же самое. Так чем же так примечателен этот монастырь и зачем нужно здесь останавливаться? Во-первых, он находится на красивейшем высокогорном озере Сиван. Одни виды на это озеро завораживают. Завораживали они не только нас, туристов. В конце 8 века на острове Сиван обосновались несколько монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. Стена опоясала остров, а над ней была сооружена сторожевая башня с воротами. Далее монахи построили 3 церкви, кельи и хозяйственные постройки. Монастырь основала в 874 году княгиня Мариам, дочь царя Ашота I. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он даже дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегам Сивана. В Сиванской битве участвовали и монахи монастыря. В 17-16 веках стены монастыря были разрушены, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Сегодня монастырь вновь действует, и в нем действует духовная семинария имени Вазгена I. Во времена СССР озеро сильно обмелело, и теперь это уже не остров, а полуостров, и сюда легко добраться. Сиван-Аванг состоит из 2 церквей – Сурб-Аракелоц и Сурб-Аствацацин.
Они построены из черного туфа, что придает им строгость и монументальность. Архитектура сочетает в себе простоту форм и глубокую символику, характерные для древнеармянского зодчества. На территории Армении вы часто встретите вот такие камни. Они называются хачкары – уникальные каменные стелы с резными крестами. Эти произведения искусства служат не только религиозными символами, но и историческими памятниками, рассказывающими о жизни и вере армянского народа. В Севано-Аванке хачкары встречаются как вблизи церквей, так и на окружающих холмах. Большинство из них относятся к IX-XVII векам. Каждый хачкар уникален. Мастера украшали их сложными орнаментами, изображениями креста, виноградных лоз, солнца и других символов. Эти детали не только эстетически впечатляют, но и несут глубокий духовный смысл, символизируя победу жизни над смертью и связь человека с Богом. Хачкары часто считаются источником благодати, местом, где можно молиться и просить исцеления, утешения или укрепления духа. Для верующих посещение хачкаров, особенно в таких святых местах, как Севано-Аванк, может быть связано с духовным очищением и обретением внутреннего мира. Именно за этим внутренним миром я и езжу в Армению. Я много где был, но только здесь, высоко в горах, я и правда чувствую, что обретаю тот самый душевный покой. Нет, я не сидел часами перед хачкарами. Мне было достаточно увидеть их, походить рядом, посидеть на краю утеса, всматриваясь в горизонт. Ближе к основанию монастыря стоит много лавочек с разными сувенирами, горячим кофе и закусками. И бегает много собак. Наша Оленька обнаружила у них несколько десятков клещей и самоотверженно бросилась всех спасать. Позднее нам уже пришлось снимать клещей с нее. На этом, пожалуй, все. Берем кофеек с готой, бежим, делаем пару фоточек у озера Севан и выдвигаемся дальше. Едем вдоль озера, дальше сворачиваем влево и едем в тоннель. Про этот тоннель стоит рассказать отдельно. Он очень длинный, почти километр в длину. Но это еще не самое потрясающее. Климат до горы и после нее сильно отличаются. Если в районе Севана он больше похож на сухой степной, мало деревьев, много жестких маленьких кустарников, рыжие склоны гор, то по ту сторону туннеля климат и ландшафт чем-то напоминают Ривенделл, владение Элронда из «Властелина колец». Здесь яркая сочная зелень, много деревьев и заметно более влажно. Особенно резкий переход из одного климата в другой я почувствовал, когда проезжал этот тоннель осенью. Тогда я без шуток из осени приехал в благоухающее лето. Но проще один раз показать, как говорится. Смотрите. Все склоны покрыты деревьями, нет ни одного намека на степь. Красота сумасшедшая. И серпантин тоже сумасшедший. Как там говорится, какой русский не любит быстрой езды, вы еще армян за рулем не видели. В паре мест наша Оленька прям вжалась в сиденье, когда мы ехали вдоль краев высоченных обрывов, высоту которых оценить невозможно, потому что дно скрывает туман. После городка Эдживан дорога пойдет по серпантину вверх. Делаем короткую остановку на середине подъема, чтобы снять город Эдживан с высоты птичьего полета. Движемся дальше. Хочу отметить, что по сравнению с прошлым разом, когда наша машина еле-еле карабкалась по жидкой глине вверх, в этот раз все уже исправили и улучшили. Асфальт теперь лежит прямо до самого резорта, и это прекрасно. Делаем последний поворот, и вот он, красавец Апага-резорт.
Регистрируемся на ресепшн и получаем ключи. Ни одна из наших карт тут не сработала. Мы платили наличными, которые заранее поменяли в Ереване. Номер был 1 на 3 с завтраком, и стоил он нам за 2 ночи 14 400 рублей. Или 4800 на человека. Домики идут рядами в гору. Наш был в самой верхней линии. Подъем туда с сумками был довольно сложным. Разряженный воздух дает о себе знать. Сами номера очень простые. Никаких изысков вы тут не увидите. Это место не об этом. Грубые каменные стены без отделки, 3 кровати, шкаф, стол, несколько стульев и печка. Печку мы так ни разу и не стопили. Оно тут скорее декоративное, так как имеется отопление от котла. Да, скажем прямо, условия полуспартанские, аскетичные, что вполне в духе армян. Но несмотря на все это, здесь по-своему мило и уютно. За этой почти домашней простотой и покоем я и ехал сюда, чтобы как следует замедлиться в тишине гор. Мы быстро покидали вещи и пошли изучать территорию. Для меня это был уже 2-й раз в этом месте. Первый раз нам очень не повезло с погодой, и мы жили все время внутри дождевой тучи. Буквально. Не было видно ничего вокруг. А виды здесь захватывают дух. Сажаем нашу подругу на лошадь и идем смотреть на горы. Они дрессированные? Откуда ж мне знать? Поездка на лошади заняла примерно час. Была не самой простой, надо сказать. Точно не для новичков. Были и перепады высот, и скользкие склоны, и непослушная лошадь Оля. Да, Оля ехала на Оле. Но знала она об этом не сразу. Главный провожатый несколько раз с мощным акцентом прикрикивал: «Оля! Оля! Куда пошла?» И наша Оленька думала, что это он ей. Только много позже она узнала, что это были команды для лошади. У нас оставалось еще половина дня, и мы решили потратить ее на поход к водопаду Ластивер. Тропинка туда ведет горная и местами очень опасная. С вами никто не пойдет и никто не объяснит, на каких развилках куда поворачивать. Кое-где вы увидите старые тапочки с надписями, которые играют роль указателя, и все. Но не волнуйтесь, я вам сейчас все покажу, и вы, приехав сюда, уже будете готовы ко всему. Во-первых, даже не думайте идти сюда после дождя. Скользкие узкие тропинки и камни и полное отсутствие ограждений по дороге на водопад могут сыграть с вами жуткую последнюю шутку. Что-то подобное произошло с нами в первый приезд. Мы прошли немного, вот до этой тропинки. Одеты были совсем в неподходящее снаряжение. Городские ботиночки без протектора, которые вообще не держат на такой тропе. А на тропинке вообще не за что схватиться и подстраховаться от сползания вниз. А внизу в облаках где-то было дно, в сотни метров вниз, наверное. Короче, мы даже пытаться не стали, ибо жизнь одна, и пошли обратно. Но в этот раз ситуация была намного лучше. Было более-менее сухо и светло, и мы уже знали, к чему готовиться. Если очень коротко, то тропа идет сначала чуть вниз, потом долго вверх и еще дольше опять вниз к водопаду. В одну сторону мы шли примерно часа 2, обратно намного быстрее и легче. По дороге мы даже встречали семьи с детьми, которые уже шли обратно. В самой высокой точке тропы вы выйдете на каменистое плато с потрясающим видом на все окружающие горы. Но будьте очень осторожны. Плато имеет неприятный угол в сторону склона и оканчивается отвесным обрывом. На моем лице вы видите улыбку, но делать эти фото было очень страшно. Дальше был долгий, но довольно безопасный спуск.
Чем ближе к водопаду, тем громче становится звук горной реки. К самой реке можно пройти через вот такую воронку в скале. И я даже уже полез в нее вслед за другими туристами, но мои товарищи вовремя меня остановили, потому что увидели указатель на более спокойную тропу. Эта тропа приведет вас к вот этому указателю на платный лагерь, где вы можете остановиться в одном из домиков за 8000 драм. Отсюда же вас могут вернуть в Эджелан на джипе, в обход всех этих приключений за 15 000 драм. Но это еще не сам водопад. Мы зашли, заплатили по 1000 драм с человека, и нас напоили вкусным лесным чаем. Здесь очень радушный персонал и особая атмосфера. Шумная бурлящая горная река, лавочки, самовар и большая влажность. Здесь мы наконец-то почувствовали, что достигли самого дна ущелья, по которому так долго шли. Переведя дух, мы двинулись дальше. Маленький лайфхак. Если платить не хочется, то вот у этого указателя просто уходите направо, и вы дойдете до водопада, минуя это место. Ну вот и он, сам красавец водопад Ластивер. Да, это вам не Индонезия, не Бали с высоченными водопадами в десятки метров, но тоже захватывает. Огромные массы воды с грохотом протискиваются между камнями в тесном ущелье. Один раз посетить это место точно стоит. Делаем пару фоточек и идем назад. Уже начинает темнеть. На ужин, несмотря на жуткий холод, мы решили сесть снаружи, чтобы насладиться видом на горы, на облака, которые залегли в этом ущелье. Только представьте, здесь вы можете поужинать над облаками. Бесценно. На этом видео, кстати, вы видите небольшой тизер приключений следующего дня. Это был очень насыщенный день, поэтому сразу после ужина мы отправились спать. Утро в Апага выдалось шикарное. Ни облачко, прекрасный вид на окрестности и тишина. И снова котик. Говоря не облачко, я сравниваю со своим предыдущим разом 2 года назад, когда буквально все было затянуто облаками и шел дождь. Было жутко сыро и промозгло. Но в этот раз все было прекрасно. Погода удержалась ровно столько, сколько было нужно, чтобы мы покушали, покатались на зиплайне и успели вдоволь насладиться красотой окружающих гор. Вот это место я показываю не просто так. На краю обрыва закреплен фюзеляж самолета. И это будущая принимающая станция нового гигантского зиплайна. Самого длинного в Апага, если не во всей Армении. Местные рассказывали, что он будет спускаться с самой верхушки горы, и трос туда придется протягивать вертолетом. Легкий завтрак на террасе нового ресторана, и мы выдвигаемся к точке сбора на зиплайн. Примерно вот с такой скоростью. Стоит отметить, что новый ресторан намного основательнее и комфортнее предыдущего, в котором мы кушали в 2022 году. За 2 года виден большой прогресс.
Идем по указателям к билетной кассе экстрим-парка Йелл и облачаемся в снаряжение для зиплайна. Зиплайн состоит из 5 линий, но есть нюанс, не все линии доступны для людей весом свыше 100 кг. Я, слава богу, проходил в зазор между верхней и нижней границей и проехал их все. Нижний лимит килограмм 70 вроде. Я покажу все 5 линий одну за другой. Это первая. Для меня и Оли это был первый раз, поэтому первыми идти было страшновато. Вперед пошел наш самый опытный зиплайнер. Переходы между линиями могут быть довольно тяжелыми, но все продумано так, чтобы меньше идти и больше лететь. Ну и любоваться красотами этой горной долины. На некоторых привалах есть поилки с водой, можно дополнительно взять съемку ваших пролетов с дрона. В общем, полный сервис. Это вторая линия. На первой, второй и пятой линиях могут кататься все. На линиях 3 и 4 только более легкие товарищи. В конце второй линии есть смотровая с потрясающим видом на ущелье. Первая и вторая линия – это такой легкий разогрев, подготовка к третьей линии, самой скоростной и длинной. А вот и она. Где-то после половины пути, когда вы на всей скорости несетесь над верхушками деревьев, вдруг деревья под вами резко заканчиваются, и начинается глубокий каньон. Сам момент смены ландшафта заставляет вцепиться в экипировку со страха, но потом вы понимаете, что упасть с такой высоты – это значит, что собирать будет нечего, и отпускаете ситуацию. Начинаете любоваться окружающей долиной и колоссального размера просторами вокруг вас. Где-то в середине пути мой прицепной блок перестал справляться со скоростью и начал дребезжать и прыгать на канате. В этот момент я второй раз начал искать сосну попушистее для приземления. Доехав до конца, я с трудом оттормозился. Когда меня отцепили от троса, то меня хорошо так потряхивало от адреналина. Теперь понятно, почему сюда нельзя более тяжелым людям. Они либо зацепят сосну в начале, либо не затормозят в конце. Из всех 5 зиплайнов этот самый сумасшедший. На 4-й линии я уже ничего не боялся и уверенно доехал до конца. Дальше был затяжной подъем вверх с остановками и смотровая площадка с водопоем. Ну и, наконец, последний, 5-й зиплайн. Тут мы вновь встретились с моими товарищами и поехали назад к месту, откуда стартовали в самом начале. А вот мы уже без снаряжения, чилим на склоне горы и делимся впечатлениями. Само себе приключение вполне себе посильно каждому. Я делал подобное впервые и неплохо справился. Мне очень понравилось. Скорость, адреналин, ощущение полета и чувство свободы – это было прекрасно. Кстати, желтые брендированные перчаточки экстрим-парка Йелл у меня до сих пор лежат дома как память. Сам экстрим-парк Йелл – это гораздо больше, чем просто зиплайн. Здесь есть и прогулки на лошадях, групповая поездка на огромном грузовике в горы, веревочный парк, Виа Феррата, по которой ходил наш самый опытный зиплайнер. В общем, скучно точно не будет. После таких мощных впечатлений нас всех сморило в сон, да и погода снова испортилась. Когда мы проснулись, то поняли, что проголодались и пошли в ресторан. После прогулок на свежем воздухе аппетит был зверский. Как мы поняли, мы проспали дождь и вышли как раз вовремя, чтобы заснять радугу над горной долиной. Зрелище было невероятное, будто сама природа специально старалась именно для нас. В этот раз мы решили сесть внутри.
К нашим услугам был весь ресторан, так как после обеда воскресенья все гости резорта разъехались по домам. Мы явно переборщили с количеством блюд, но все было такое вкусное, что съели без труда. Все это время картинка за окном разворачивалась невероятно красивая. Лучи солнца то и дело скользили по склонам долины, подсвечивая то одну деревеньку, то другую. После такого сытного ужина просто необходимо было прогуляться. В полной тишине и вообще без людей. Все посетители уехали домой, и мы остались единственной группой на территории комплекса. И этим нельзя было не воспользоваться. Мы гуляли по тропинкам, сидели на смотровых площадках, уходили далеко в горы и подолгу вглядывались в завораживающий взгляд просторы, верхушки гор, долины и крошечные поселки с высоты, на которой живут облака. Утро нашего последнего дня в Апога выдалось очень туманно. Как я и говорил ранее, погода тут непредсказуемая. Можно приехать на 2 дня и не увидеть ничего. А можно и наоборот. Мы не унывали, впереди нас ждал персональный завтрак в ресторане. Но зная, куда мы поедем дальше, мы особо не наедались. Попрощавшись с дружелюбными собачками и загрузившись в машину, мы начали спуск с гор. Чем ниже мы спускались, тем лучше становилась видимость. Пару раз пришлось пропустить стадо коров, проскочить под ковшом экскаватора, и мы спустились в Эджеван. Здесь тумана уже не было. После села Тегут мы свернули направо и начали подъем к монастырю Агарцин. Тут нас ждал приятный сюрприз. Всю дорогу мы ехали в облаках, но над самим монастырем облаков не было, что позволило мне снять его во всей красе. Монастырь Агарцин – один из самых красивых и известных монастырских комплексов Армении. Расположенный недалеко от города Дилиджан в живописном ущелье, окруженном густыми дубово-буковыми лесами Дилиджанского заповедника. Монастырь был построен в XI-XIII веках и принадлежит к числу обителей Армении, разрушенных и разоренных в период нашествий турков-сельджуков во второй половине XI столетия. Начиная со второй половины XII века было начато восстановление страны, и в первую очередь монастырей. До наших дней сохранилось или было реставрировано много оригинальных построек. Главная монастырская церковь Сурб-Аствацацин или Святой Богородицы с очень интересным 16-гранным куполом. Церковь Святого Григора, церковь Святого Степаноса, это миниатюрная копия главной церкви Святого Григора, усыпальница царского рода Багратидов и трапезная. На территории монастыря традиционно находится несколько хачкаров, а в пол вмонтированы надгробные плиты могил живших здесь монахов. В отличие от православных плит, в армянской культуре хождение по таким плитам внутри храмов не считается неуважительным. Объясняется это тем, что люди, похороненные в таких местах, считали за честь, что по их могилам пройдут верующие, входящие в храм с молитвой. Естественно, не нужно намеренно наступать на плиты, топтаться на них, особенно в грязной обуви. Если плиту можно обойти, лучше ее обойти. Этот монастырь – идеальное место для тех, кто ищет духовного уединения, наслаждения природой и интересуется историей и архитектурой Армении. Нам снова повезло с погодой в этот раз. Пока мы подъезжали, шел дождь, а когда мы уезжали, снова пошел дождь. По этой причине нам удалось погулять по безлюдному монастырю в тот единственный небольшой промежуток времени, когда погода была хорошей. Невероятная удача. До 2013 года одной из жемчужин монастыря был вот этот дуб с дуплом. Считалось, что если загадать желание и пролезть через дупло, то все желания сбудутся. В 2013 году этот тысячелетний дуб сгорел, но дупло все еще существует. Я, само собой, пролез в него и загадал желание. Посмотрим, сбудется ли оно. Сбоку от монастыря оборудовали парк и пекарню. Здесь пекут матнакаш, такие национальные лепешки. И многие приезжают сюда именно за ними и говорят, что такие вкусные пекут только в монастыре.
Меня поразило это место до глубины души, в первую очередь тем, как просто и без изысков здесь все устроено. Апостольские храмы намного аскетичнее и приземленнее, на мой взгляд, чем православные. Монахи здесь сфокусированы на служении Богу, забывая про земной комфорт и блага цивилизации. Такая архитектура прослеживается во всех храмах Армении, которые мне удалось посетить. Побывать в этом месте определенно стоит всем, кто ищет покой и умиротворение, тем, кому хочется раскрыть свою духовность на новом уровне. Я, скажем так, не самый верующий человек, но даже мне удалось здесь почувствовать что-то истинное, что-то настоящее. Повлияли ли суровые каменные своды или красота окружающей природы, я не знаю, но знаю точно, что хочу вернуться сюда еще раз. Дождь начал лить ровно в тот момент, когда мы собирались отсюда уезжать. И лил он ровно до того туннеля, который разделяет две климатические зоны. Само собой, за туннелем дождя уже не было, и был совсем другой вид. Но наслаждаться видами на пустой желудок – такое себе занятие, а поэтому мы делаем остановку на берегу озера Севан в ресторанчике «Усемо». «Усемо» – это рыбный ресторан, где можно попробовать блюда, приготовленные из местных сортов рыб, особенно сига и форели. Это, наверное, самый популярный ресторан из всех расположенных на берегу Севана. В высокий сезон здесь не найти свободного места, столик надо бронировать заранее. Я здесь был дважды, в октябре и в мае, и оба раза еда была очень вкусной. Сразу оговорюсь, это не мишленовская кухня, это домашняя кухня, а поэтому внешний вид блюд и подача без изысков. Но вкус изумительный, а панорамный вид на озеро и горы просто шикарный. Вот, например, картошка, сделанная так, как в детстве делала моя бабушка. Мы называли ее картошка колесами. Но не обманывайтесь простотой этого места. Оно еще и запредельно технологично. Представляю вашему вниманию первый в мире бесконтактный гигиенический антиковидный туалет, где смыв и очистка осуществляются по взмаху руки. Наелись мы до отвала, сделали пару фоточек у озера и погнали дальше. Погода уже совсем разгулялась, и мы на всех парах мчались в Цахкунг. Но нас по дороге остановила полиция. На съезде с трассы есть коварный разворот, который многие проезжают неправильно и попадают на штраф. Но наш водитель не попался на уловку и проехал его правильно. После непродолжительной беседы с полицейскими мы поехали дальше. Вот мы проезжаем село Варсер и Гигамаван, едем мимо мемориального парка героям Второй мировой войны и въезжаем в Цахкунг. Цахкунг Шеф-хаус и его владелец Юра Сарксян знакомы мне еще с первой поездки. Здесь я провел много времени свой первый визит в Армению и влюбился в это место всем сердцем. Как дорогим гостям нам выдали самые лучшие апартаменты с потрясающим видом на деревню и долину реки Раздан. Бежим вниз и да, она на месте. Та самая скрипучая ступенька все еще на месте. Хорошо, когда что-то не меняется. А перемен за 2 года произошло много. Вот так выглядел Шеф-хаус 2 года назад. Нет ни пристройки, ни отделки. А вот так он выглядит сейчас. Наружная отделка сделана, и к дому пристроен целый ресторан на месте старого навеса. Также на территории, куда раньше периодически заглядывала соседская корова, стоит своя пекарня. Короче говоря, за 2 года здесь почти все поменялось к лучшему. Почему почти, расскажу чуть позднее. Чтобы двинуться дальше, надо бы объяснить, почему Цахкунг, почему именно эта гостиница в глуши стали для меня почти родным домом. Все дело во владельце этой гостиницы Юре Сарксяне. Этот человек на самом деле заслуживает отдельного полноценного видео, но я постараюсь пробежаться по самым важным моментам его биографии. Итак, Юра с детства в ресторанном бизнесе. Один из топовых поваров Армении, человек мира и один из немногих, кто развивает гастротуризм в Армении. Он готовил для первых лиц государства и высокопоставленных гостей, таких как жена Медведева, Нэнси Пелоси, американского депутата Палаты представителей Конгресса, и других гостей уровнем не ниже. Обучался за рубежом и успел поработать в ресторанах от Копенгагена до Кипра. Но через 16 лет вернулся в родной Цахкунг, чтобы развивать сельский туризм. Он подал заявку на развитие сельского туризма в Армении и прошел 300 человек, пока не нашел инвесторов. Вы представляете, какой уровень преданности делу у человека?
Благодаря Юре у никому неизвестной ранее деревеньки теперь есть топовый ресторан и гостевой дом. С помощью предоставленного гранта Юра завершил строительство и обустроил территорию. В строительстве была задействована вся семья Юры. Сюда приезжают люди на Майбахах и Теслах, аккуратно объезжая коровьи лепешки, только для того, чтобы увидеть это легендарное место или отметить здесь какое-то событие. И при всех его нереальных заслугах он совершенно простой и открытый человек, и я счастлив быть знаком с ним. Он сам ходит в горы за цветами и делает из них вот такие милые мешочки с травяными сборами. Целый мешочек таких мешочков я, конечно же, привезу домой. Когда мы приехали сюда в первый раз, он вместе с женой дожидался нас до часу ночи, сидя вот у этого камина. Можете себе такое представить? При том, что в гостинице есть персонал, и можно было бы их попросить. Но нет, сам разместил нас в комнате и все показал. Даже разрешил пользоваться кухней ресторана для приготовления еды. А сколько раз он делал для нас ужин в ресторане бесплатным, я и сосчитать не могу. Короче, нет слов. Человек с большой буквы. Также был у него здесь и второй дом, вот этот. В нем мы тоже останавливались и ужинали несколько раз. Дом шикарный, вид с террасы на долину просто оставляет без слов. В этом доме в подвале была и, наверное, есть своя винодельня. По ней наш дорогой друг Давид Джан устроил нам прекрасную экскурсию. Мы чуть-чуть не попали на закладку нового винограда в тот раз, а так бы смогли поучаствовать в этом увлекательном процессе. Сейчас, в 2024 году, этот дом Юре уже не принадлежит по неизвестной мне причине. Очень жаль. Здесь было очень вкусно и уютно, а зимой в подвале готовили хаш. Надеюсь, теперь вам чуточку понятнее, почему меня и многих других притягивает это место. Где еще вы найдете людей, которые с такой самоотдачей будут вкладываться в село? Самое простое и, на первый взгляд, неприметное. Где утром и вечером гоняют баранов и коров, где по улицам гуляют гуси, но при этом есть шикарные традиционные рестораны с восхитительной кухней и простое человеческое тепло и душевность. Та самая настоящая человеческая душевность. Жаль, что в этот раз у нас было всего 2 неполных дня здесь. За них мы хотели успеть показать нашей подруге как можно больше, и поэтому сразу после приезда пошли в горы. Цахкунг с армянского означает «цвести». В период цветения все склоны гор усыпаны цветами. Должны были быть усыпаны, но в этот раз почему-то не были. Наверное, мы немного упустили этот момент цветения. Село находится на высоте почти 2000 метров. Горы Гигама вокруг довольно старые и пологие, и кажется, что в них легко просто зайти пешком. Тем более, что есть дорога. Но это совсем не так. Во-первых, вы на высоте 2 километров над уровнем моря, и кислорода здесь меньше. К такой высоте желательно сначала привыкнуть, прежде чем давать нагрузку на тело. Во-вторых, горы обманчивы. Вот вам видится вершина, и до нее вроде как рукой подать. Вы начинаете подъем и идете уже полчаса, а вершина все на том же месте. И так может продолжаться даже час. Но вот вы покорили вершину, а за ней еще одна такая же, но чуть выше. А за ней еще одна, и еще одна, и еще. И так до бесконечности. Более продвинутые сюда едут на джипах, чтобы так не страдать, но это не мы. Мы пошли преодолевать 200-метровый подъем пешком в разгар дня. Поначалу все было отлично. Первая остановка – вот эта маленькая церквушка рядом с мемориалом и кладбищем. И многим я порекомендую здесь остановиться, сфоткаться, посидеть на лавочке, глядя на закат, и пойти домой. Вид отсюда ничуть не хуже, чем с самого верха. Вот такой маленькой кажется церковь Святого Саркиса, если пройти еще минут 20. Но если вы любите бросать себе вызов, то вам вон туда. А вот это место я называю армянские Сейшелы из-за этих больших круглых камней. А вот такой крошечной становится церковь, когда вы только подойдете к подножью горы. И только дойдя вот до этого поворота, понимаешь, сколько еще на самом деле нужно пройти.
Уже отсюда вид открывается потрясающий, виден весь Цахкунг, а на горизонте заснеженные горы. Угол подъема здесь становится больше, идти становится трудно, и ты начинаешь хватать ртом воздух и потеть. Еще немного, и мы на более плоском участке. В этом месте изгиб горы очень напоминает картину спокойствия из Windows XP. В небе парят птицы, и мы решаем срезать и пойти напрямую прямо в гору. Это было ошибкой. По дороге, казалось, придется сделать большой крюк, а тут уже совсем близко, напрямки, но не тут-то было. Идти круто вверх очень тяжело, ты быстро сбиваешь дыхание и теряешь темп. Приходится делать привалы. В итоге теряешь времени столько же, сколько бы ушло идти умеренным шагом в обход. Ну вот, уже еле дыша, я забегаю на вершину. А за ней еще вершина. И снег, и жуткий пронизывающий ветер. Мои ребята еще только подходят, а я уже ношусь по лужайке и снимаю все цветки, которые могу найти. Погода начинает портиться окончательно. К нам начинают подползать холодные снеговые или дождевые облака, ветер жуткий. Одеты мы не по погоде, поэтому быстренько делаем привал, наслаждаемся видами и начинаем спуск. Отсюда виден кусочек озера Сиван, где мы были ранее. Жалко, конечно. В прежние разы мы приходили сюда более подготовленными, с едой, водой и парой-тройкой четвероногих охранников. Да и никогда не пытались сразу пройти гору после приезда до конца, а делали это постепенно, тренируясь несколько дней. Мускулатура ног на спуске уже отказывала, и ноги начинало прилично трясти. Но дорога была посильной. По дороге мы встречали пасущихся лошадок и вот такие жуткие комки гусениц в траве. Почти без привалов мы спустились и отправились на ужин. Ужин был прекрасен. Особенно если сравнить, в каких спартанских условиях мы жили в предыдущий раз. В этот раз мы просто купались в роскоши. Бокальчик 7-летнего коньяка «Арарат Ани» в качестве аперитива, и мое лицо уже расплывается в улыбке. И понеслось. Салаты из свежей зелени и овощей, настоящих, живых, а не с запахом пластика, как мы привыкли в большом городе. Наваристые супы, запеченная в горшочке говядина и коронное блюдо Юры – тушеная телятина по-гигамски. Нашим лучшим комплиментом повару были абсолютно пустые тарелки. Хотелось попробовать все меню, а потом еще и добавки попросить, потому что случай этот уникальный, и упускать его нельзя. Еле добив этот горшочек с мясом, я, стараясь не расплескать, пошел спать. День снова был очень насыщенным, и сон пришел мгновенно. День 5, последний. Времени было только позавтракать и прогуляться по деревне. Этим мы и занялись. Цахкунг Шефхаус находится на одной стороне деревни, а мы пошли на противоположную. На улице никого, кроме котика, пары лошадей и коров. Ровно посередине деревни находится один из 2 магазинов. В прошлый наш визит он был для нас основным поставщиком колы и печенек. Надо признать, что в деревнях знания русского языка намного ниже, чем в центре, поэтому могут возникнуть сложности при общении. Из базовых продуктов тут есть все, но не в том виде, в котором мы привыкли. Самой большой проблемой для меня было найти куриную грудку в виде филе. Ни в Сиване, ни уж тем более здесь такого не найти. Только курица целиком в замороженном виде. С этим просто беда. Охлажденную куриную грудку мне удалось найти только в Ереване. В деревнях еда намного более суровая и требует значительных усилий по обработке. Это я поясняю для тех, кто захочет готовить сам во время путешествия. Не стоит обходить стороной и вот это заведение. Цахкунг ресторан и Галхатун. Внутри я не был, но судя по тому, как выглядит это место, уровень здесь не хуже, чем в элитном ресторане в Ереване. Когда-то это была советская столовая для рабочих, а теперь это элитный ресторан.
Галхатун – это традиционная армянская постройка с земляной крышей с отверстием посередине. В ней прямо здесь изготавливают лаваши традиционным способом. И самое поразительное отличие от моего предыдущего визита сюда – это зарядка для Теслы. Да-да, представьте себе, посреди глухой деревни гости могут зарядить свой новенький электромобиль, пока наслаждаются традиционной домашней кухней с подачей не хуже, чем в мишленовских ресторанах. А вот и второй магазин. Он более новый, открылся примерно 2 года назад и уже работал, когда мы были здесь в первый раз. Ассортимент примерно такой же, как и в первом. Вот здесь мы уже на самой окраине. По пути снова попадаются хачкары, небольшой горный ручеек и указатель границы поселения. Идем обратно, так как нас уже ждет завтрак. Вот вам завтрак 2 года назад, а вот сейчас. Ничего не изменилось. Пахучие, очень соленые домашние сыры, масло, сметана, фрукты и, конечно, гата. Чуть позже на столе появляется яичница с помидорами и зеленью. Прощаемся с администратором Артуром, прыгаем в машину к нашему водителю и едем в аэропорт. По дороге делимся впечатлениями об увиденном за эти 5 интенсивных дней. В этот раз расставание с Цахкунком было для меня много проще и спокойнее. В прошлый раз я 2 дня просидел в слезах и не хотел уезжать. Настолько сильно зацепило меня это место своей настоящестью, душевностью и простотой. В этот раз было грустно от того, что нас не встретил пес по кличке Рыжий. В прошлый раз он хвостом ходил за нами в горы весь месяц, защищал от местных собак, но к концу путешествия он стал мало есть, все больше лежал и был очень грустным. В этот приезд пса в деревне уже не было. На наш вопрос, где он, нам тактично ответили, что он ушел. Загружаемся в самолет. Кстати, в аэропорту Звартноц нет никаких рамок на входе. Вы просто приезжаете и идете на стойку регистрации. Забегаем в дьюти-фри за армянским коньяком и садимся в самолет. Взлет. После набора высоты можно еще раз бросить взгляд на Ереван. После 2022 года экономика Армении получила мощный буст, в том числе и от переехавших сюда россиян, и началась интенсивная застройка. Я сравниваю свой прошлый визит и этот, в этот раз количество строек можно приравнять к уровню Москвы. И есть в этом и минус. Цена на аренду в Ереване тоже стала московской. Местные жаловались нам, что теперь нельзя просто переехать на заработки в Ереван, так как аренда почти равна всей зарплате молодого специалиста. Из несомненных плюсов могу отметить введение запрета на курение в общественных местах. В прошлый раз курили все и везде, и много. Я не переношу табачный дым, и мне было тяжело порой. В этот раз все было отлично. Совсем забыл рассказать про мобильный интернет. Я покупал eSIM через крипту с пакетом интернета без звонков. Этого хватило на все путешествие. Правда, покупал я эту eSIM около 6 часов. С русских карт оплатить нельзя, закинуть на криптокошелек оказалось очень сложно, на биржах нас не любят, P2P-обменники перегружены. Почти все мои попытки заканчивались неудачей по причине не удалось найти номер карты получателя. Наверное, проще было бы купить обычную симку в аэропорту. Приключения на этом не закончились. После посадки мы потеряли нашу подругу на паспортном контроле. Она летала по локальному русскому паспорту, и ее завернули в кабинку для беседы. Причем вылетела она без проблем, а вот при возврате возникли вопросы. Причина – вы не похожи на фотографию в паспорте. Наверное, 5 дней на вкусной армянской еде и на свежем воздухе кардинально поменяли внешность. После продолжительной беседы ее все-таки отпустили. Что же еще я вам не показал? Это невероятно красивые, аутентичные храмовые комплексы Гарни и Гегард. В прошлый раз я был здесь осенью, но так как это уже самый юг Армении, южнее Еревана, то здесь было лето, и мы ходили в майке, настолько было тепло. Видео с этих поездок было ужасно испорчено, поэтому я поставлю вам только небольшую его часть. Прошу прощения за качество.
Очень коротко. Гарни – это античный храмовый и дворцовый комплекс, построенный еще в 1 веке нашей эры, который находится в 28 километрах от Еревана. Место безумно красивое. Цари любили здесь основывать свои летние резиденции из-за хорошего климата и почти полной неприступности этого места. Храм был разрушен землетрясением и долго восстанавливался. Историко-культурный комплекс Гарни удостоен премии ЮНЕСКО Греции 2011 года. Этот комплекс совсем другой по виду. На мой взгляд, здесь больше греческого, чем армянского. Здесь даже имеются римские бани. В них мы тоже прошли с экскурсией. Напольная мозаика 3-4 веков, пожалуй, самая впечатляющая часть бани. Единственная сохранившаяся нетронутая мозаика в Армении. На главной мозаике изображена водная сцена с морской богиней Тетис и другими мифологическими фигурами, и рыбами на светло-зеленом фоне. Надписи на мозаике греческие, но черты лица восточные. Одна из оставшихся надписей на напольной мозаике написана на греческом языке койна и гласит «Мы не получаем мертвых ни с моря, ни с океана», что также можно перевести как «работать без оплаты». Короче говоря, место очень древнее, очень интересное, одно оно достойно отдельного видео. Гегард. Монастырь, основанный в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Старое название – Айриванг, пещерный монастырь. Находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Еревана. Внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Окружающие монастырь утесы являются частью ущелья реки Гохт, которое также включено в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более полное название – Гегардаванг. Дословно «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса на кресте. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и комнатами, выдолбленными глубоко внутри утеса. Это очень интересное с исторической, архитектурной и духовной точки зрения место. Мне больше всего запомнился вот этот сад камней. Кстати, вот такая же пирамида из камней, но уже рядом с Цахкунгом. Совпадение? Не думаю. И комната 1000 эхо. Я дождался момента, пока останусь там один, и протестировал. Ом. 1000 эхо. Пробрало до мурашек, честное слово. Надеюсь, в мой следующий визит я отсниму хороший материал и про эти места. Слушайте, а напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть, и стоит сделать видео типа 10 лучших исторических мест для посещения в Армении. Или, может быть, вы хотите увидеть что-то еще? Пишите в комментариях. Зачем люди путешествуют? Зачем стремятся покинуть родной дом, где все привычно и знакомо, ради чужих, неизвестных и порой даже опасных мест? Сменить картинку, отдохнуть, или, может быть, посмотреть, как живут другие, завести новых друзей. У каждого своя причина. Моя — упорный неутомимый поиск прекрасного. Как было бы легко сделать видео про Мальдивы, где куда ни направь камеру, везде райская красота. Но я взялся делать видео про Армению, где все совсем по-другому. Но по-другому не значит хуже. Просто красота здесь часто не лежит на поверхности, и ее нужно уметь увидеть, почувствовать. Из роскоши Еревана я поехал в самую глушь не за красотой внешней, а за той самой душевностью, радушием, покоем и простотой. И их я там нашел с избытком. За время пребывания я не встретил ни агрессии, ни неприязни. Не было никаких упреков из-за геополитической ситуации, а наоборот понимание и поддержка. В деревне произошел удивительный случай. Мы, как обычно, шли из магазина, и нас окликнул очень старый дедушка. Еще издалека он спросил: «Русский?» Мы ответили: «Да, русский». Опустив суть разговора, скажу лишь, что после беседы мы все обнимались и уходили со стоящими в глазах слезами. Настолько он был искренний, настолько душевный и так точно и правильно всего парой простых слов описал ситуацию, что мое сердце не выдержало, и слезы покатились сами собой. Наверное, так и бывает, когда кто-то в искреннем порыве дотрагивается до твоей души своей. Я бывал в разных странах, но такого душевного тепла я не встретил пока еще нигде. Только здесь я с удивлением обнаружил, что, несмотря на все пережитое, я не очерствел душой, что все еще могу чувствовать. Армения навсегда останется в моем сердце как край простых,
добрых и душевных людей. Край, в котором навсегда останется частичка моей души. Место, в котором хочется остаться.